Меня зовут Егор, мне 20 лет, прожил 13 лет в детском доме. Меня в приют сдали. А что ты про маму помнишь? Ненавижу, что так поступила. Твоя мама и тетя, они тоже из детского дома? Да. Ох. Мир, в котором жил Егор, был наполнен другими смыслами. Старшаков на меня на одного налетели. Для ребенка мир много раз треснул. Хотелось свободы. А в детском доме чувствуется типа как холод. Не быть мозгом отвергнутого сироты. А ты вообще хотел в семью сам? Хоть какой, но никакой человек, который меня забрал и дал шанс. Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам историю простого мальчика из Архангельской области. Представляете, вот этот красивый мальчишка, которого вы сейчас видите на экране, 13 лет прожил в детском доме. И на него не было ни одного кандидата в приемные родители. Как могло получиться так, что такой красивый ребенок с первой группы здоровья оказался никому не нужен? И 13 лет он прожил почти как за решеткой. Таких невидимых детей, как Егор, в детских домах сейчас огромное количество. И они точно так же, как Егор, ждут своих родителей. Егор, привет. Здравствуйте. Мы к тебе. Ты нас ждал? Конечно, ждал. Хорошо. Ой, слушай, как у тебя здорово. Вообще Очень. уютно. Дом такой новый, шикарный. Спасибо. Спасибо. Так. Ага. Ну, как сказать, разваливается немножко. Эту квартиру тебе государство выдало, когда тебе исполнилось 18 лет, правильно? Да. Что ты помнишь из своего детства? Ну, как я слышал, то, что меня в приют сдали. А когда 3 года исполнилось, меня в детский дом отдали. И, А что ты про маму помнишь вообще? ну, Угу. все время лезла куда не надо. Благодарен ей за жизнь, но ненавижу, что так поступила. Егор, ты из какого города? Там даже город не назвать. А что это, деревня? Да. Деревня Алексеевская. Кто тебя воспитывал? Я знаю, что у тебя была бабушка. В начале в самом детстве? Да. У тети большинство. То есть ты жил у тети какое-то время? Нет, тетя приезжала. Ну, приходила, получается, сидела со мной, когда мама уходила куда-то. Что-то про отца известно? Вообще нет. Он, получается, как мне говорили по словам, он был проезжим таким работником в лесу. Мама, получается, подцепилась и родился я. Угу. А он уехал. А он уехал. Так, кто еще? Тети, дяди, бабушки? Да, Кого там, помнишь? кстати, самое смешное случай, что одна тетя с моей мамой были в том же детском доме, где и я был. Подожди. Угу. Твоя мама и тетя, они тоже из детского дома? Да. Ох. Ну, получается, бабушка отдала мою маму и с тетей, ну, там еще, может, кого-то, я не знаю, в детский дом этот, а дядю оставила себе. И в этот же детский дом ты попал? Да. Почему она отдала маму твою в детский дом? И вот реально не знаю. Я даже не спрашивал, не интересовался, но мне интересно было. А она всю жизнь там, ну, все детство? Наверное, пробыла? не всю же детство. Наверное, какое-то время. Вот этого я реально Не не знаешь, да? интересовался. Но у тебя же было просто много родственников, да? И кто-то мог бы взять себе в семью, правильно? Почему? Не знаю. Наверное, был какой-то я не тот. Егор тут меня встречает с конфетками. Вот смотрите, как у него здорово здесь, а? Это тебе дали квартиру когда? Как тебе только исполнилось 18 лет или как? В 21 году, да? Нет, 2022. Но это новый дом, правильно? Ну, уже разламывается. Да. У строителей руки хорошие. Да ладно тебе, жалуешься. Соберись, Ребята, если вот вы вот увидите, как тут хорошо. Большая кухня. А тебе сразу понравилась эта квартира? Да, почему бы нет? Здесь близко к центру. Мне 3 остановочки, я уже на Красной площади. Ну, очень удобно. А сколько метров у тебя эта квартира? Ну, 38, по-моему. 38. Слушай, Ну, если получается 37, Ага. если считать еще балкон 3 квадрата, то 40 где-то так. ну для какой-то одного человека это просто шикарные апартаменты. Но есть минус, прибираться надо. Познакомь, давай ты покажешь, что где,
У тебя дивана еще нет, да? А зачем он нужен? Матрас лучше всего. Удобно, да? Да. Слушай, ну действительно. Он 2 на 2,10 получается. Я спокойно вмещаюсь звездочкой. А вообще просто чувства, какие она у тебя вызывает? Вот когда я тебе говорю, мама, у тебя... Раздраженная. Я один раз послал ее и все сказал. На этом все. Типа, я с тобой не хочу общаться. Спасибо тебе, конечно, благодарен тебе за жизнь, но не хочу. Угу. А когда ты с ней прекратил общаться с мамой? Когда меня забрали в семью первую. Ну смотри, в 3 года ты оказался в детском доме. И сколько лет ты там прожил? 13 лет. 13 лет. Ну, 12 с Это просто половиной. очень большой срок. Ну, много интересных личностей, можем сказать, побывало. Вот давай вспомним про детский дом. Когда я уже тебе не первый раз задаю этот вопрос, да, вот какая там была обстановка? Какие были воспитатели? Как ты себя чувствовал? Все добрые, сразу говорю, все во всех детских домах все добрые. Но вот насчет обстановки, у каждого детского дома свои правила. У каждого детского дома свои какие-то законы. Допустим, в мое время было, то получается самый старший, значит, он главнее. То есть была дедовщина? Да. А как она выражалась? Допустим, ты не съел тарелку супа. Так. Это считалось, типа, как бы ты не уважаешь труд. У нас было такое, что у нас один мальчик маленький съел еду у старшего, ну, получается, у деда одного. Нас всех мелких посадили за стол вот так вот, положили поднос хлеба и сказали все, типа, ешьте. Угу. Пока, типа, вы не съедите этот весь хлеб, вы не уйдете из стола. И вы ели? Да. А воспитатели, это все с позволения воспитателя? Они же видели, что происходит? Но не закрывали глаза. Но скажу, если через грань, то, конечно же, они вмешивались. Угу. Но если нормально, типа, так вот, типа, наказывают... Приструнить вас, да? Да. То это, в принципе, нормально. Были какие-то значимые взрослые в детском доме? Вот были те воспитатели, которых ты прям очень любил? Да. Которых сейчас вспоминаешь? Да. И кто это? Вспомни. Ну, сказать, 2 воспитателя есть. Чем они тебе запомнились? Почему тебе Например, один воспитатель, Лена Вениаминовна, она, получается, меня в детстве очень сильно защищала. Она даже свои вещи, вот старые от своего сына, привозила, меня одевала. Да. И еще Елена Анатольевна. Она нас всему научила, типа, готовить и такое. Ну а что это за такие женщины были? Расскажи о них. Какие у них качества? Ну, прекрасные. Типа как ангелы. С нами хорошо общались, с нами провожали много времени, получается, в детском доме. Мы везде вместе участвовали. У тебя вообще друзья к тебе приходят? У меня мало знакомых. Я же практически не общаюсь. А вот скажи, друг в твоем понимании это кто? Здесь очень сложно. Здесь тоже со временем у тебя появляется друг, когда ты общаешься с человеком. Через время ты понимаешь, что он тебе друг. Понимаешь через поступки его. Но все равно же не надо быть слишком, доверять ему слишком. Потому что в любой момент, может, любой человек тебе передаст. Но этому лучше не ждать. Но просто знать. А у тебя есть сейчас такие люди, к которым ты можешь в любой момент вообще, вот просто, который к тебе приедет? Нету. А ты вообще хотел в семью сам? Ну, конечно, хотел. Это все хотят. Я хотел рядом человека, который будет мне помогать, советовать. А кандидаты были на тебя? Нет. Наверное, я страшным был. Да, в то время. как такое может быть? Сейчас такой симпатичный. То есть за 13 лет, подожди, к тебе никто не приходил? Нет, только мама либо дядя приезжал. То есть не было на тебя кандидатов? И даже знакомства не было? Это очень странно. А забирали кого-то из вашего детского дома? Конечно, да, забирали. А у тебя, может быть, какие-то диагнозы были там тяжелые? Не было. Не было. Только с сердцем проблемы все. Но я плохо учился, я помню точно. Хулиганил. Да, бывало. Скажи, когда появились вот первые кандидаты в приемные родители? Ну вот когда я сходил, получается, на приемную семью в фонде, арифметика добра. Это в каком уже возрасте? Ну вот мы поехали, получается, где-то в 16 лет, да.
лето. И потом меня забрала просто женщина, и все. Она просто Как она тебя выдвинула нашла? свою кандидатуру и сказала моему психологу, что дайте ему номер, он если что напишет. А это было 15/16, можно так сказать правильно. Она была одинокая женщина? Но она, да, и сейчас одинока. То есть у нее нет детей, и у нее не было мужа? Нет, да? Может, была любовь, но очень, наверное, сплоченная история. Угу. Но я когда подхожу, говорю, давайте я мужчину найду. Она говорит, да не надо, я сама справляюсь. Ну, надо найти. Как вы с ней познакомились? Расскажи. Через переписку она приехала, забрала меня в гости, и вот так вот познакомились. Угу. Как отношения складывались? Не очень, можем сказать, сначала. А почему? А потом все хорошо. Ну, я выделался больше в большинстве. Угу. Я выкрутасывался там. Что значит выкрутасы? Какие выкрутасы? Расскажи. То не хочу, это не хочу. Мне это подавай, то подавай. То есть капризничал? Да, очень жестко. Адаптация у тебя была жесткая. А она как реагировала? Наш психолог. И потом, как у вас все развивалось, ваши отношения? Расскажи. Плавно, конечно же, ровно. Ну, то есть она Есть как-то такое. она как-то смогла тебя, ну, так скажем, ввести вот в семью, смогла тебя полюбить, как ты считаешь? Как ребенка? Наверное, с самого начала она меня полюбила, когда увидела меня. Угу. Наверное, так. Но я тоже люблю. Хоть какой, но никакой человек, который меня забрал и дал шанс. Друзья, спасибо вам большое за то, что смотрите и комментируете мои видео. Но сегодня я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Вы знаете, мне очень неудобно обращаться всегда с такими просьбами, но сейчас без вашей поддержки мне просто не справиться. Дело в том, что в России сейчас нет монетизации YouTube-каналов, и мы продолжаем свою деятельность исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Команда у меня небольшая. Это оператор, монтажер, звукорежиссер и продюсер канала. Но без оплаты работы этим людям мы дальше не можем снимать видео. Друзья, ваш взнос — это вклад в популяризацию приемного родительства. Вместе с вами мы делаем все возможное, чтобы в России становилось как можно меньше детей-сирот. Друзья, я надеюсь на понимание и вашу поддержку. И спасибо каждому за помощь. А что случилось, скажи? Почему так получилось, что ты с ней начал жить, а потом... У нее явился рак желудка. И она, ну, конечно же, с трудом написала заявление, что не может со мной, ну, в плане, типа, развиваться. Вот, и потом в фонде я согласился. Мне предложили семью вот Святослава. То есть, подожди, она, получается, просто не смогла по состоянию здоровья дальше с тобой жить? Правильно. Правильно? А вы с ней об этом договорились, о том, что, ну, что она тебя сдаст обратно? Или как это было? Нет, не договорились. А как? Ну, просто, типа, она один вечером просто пришла и сказала: Егор, вот такая история, типа, у меня состояние здоровья, я, типа, не могу дальше с тобой. Сходи, пожалуйста, в фонд, типа, и там тебе напишешь заявление, и тебе продолжить семью. Ты расстроился? Да, конечно же. Но я потом принял взрослое решение, что, в принципе, может быть, и правильно сделал. Ты любишь готовить? Нет. Ну, не люблю готовить себе, но люблю другим людям готовить. А ну, что? вкратце так. Ну, ты умеешь готовить? Да. Да? А что обычно готовишь? Есть какой-нибудь фирменный? Пельмени. Нет, ну фирменное блюдо есть какое-нибудь, которое ты готовишь, когда гости приходят? Чай. Понятно. С сахаром. А как ты встретил Святослава? Мне в фонде предложили, сказали: он больше никто. Только он сможет. Да. Но ты же понимал, что он отец один, Ну да. Или в тот момент он еще был женат? Нет. Сколько там братьев? Много. Я даже не... Ну, по-моему, 9 сейчас. А тогда было 3. Тогда было 3. Да. То есть 3 брата, 1 отец. Как у тебя с ним складывались отношения? Ну, я избегал семью, можно так сказать. А почему?
То есть ты уже... Хотелось свободы, можно больше сказать. Хотелось своего времени. Я избегал там, но потом понял, что не так работает система у него. Угу. Придумал план, буду работать, будет так легче жить. Так, ага. И что? Все нормально было. Потом постепенно. Первый раз, когда я встретил Егора, это был молодой человек, который боялся открыться миру, потому что он ходил в маске. У него так, после пандемии была такая черная маска, которую он не снимал. И всегда там были только 2 глаза. И он говорил, что он никому не показывает свое лицо, это его фишка. Сегодня вы встречаете Егора, который показывает свою квартиру и дает интервью, не знаю, на весь мир, да? И это, конечно, 2 большие разницы. То, что случилось с ним за не такой большой срок времени, да? Потому что Егор попал ко мне в семью, когда ему было уже 17 с небольшим. То есть полноценно, как ребенок, он в семье прожил меньше года. Потом, конечно, он с нами жил еще после 18 лет, какой-то срок до получения квартиры, там примерно полгода. И до сих пор мы общаемся, хотя ему уже там 20 с небольшим. Но вот это время, за это небольшое время произошли такие вот большие перемены в нем. Какие там были правила в семье вот у отца? Расскажи. Правила? Угу. Убираться, конечно же, каждый готовит свой день. Помогать в мероприятиях, участвовать везде. Угу. Family Link стоит за телефоном. Смотрят, чтобы ты много не пользовался телефоном. Отношения какие с ним? Сейчас? Вообще, нет, изначально были, и сейчас какие, да. Сейчас Ты его как вообще воспринимал? Или было тебе поначалу очень тяжело? И ты хотел убежать только из семьи? Не, мне было легко, просто мне не нравился Family Link, потому что стоял, поэтому избегал это все. Всего-то проблем. Да. Проблема была в телефоне, что ли? Возможно. Угу. А насколько он строгий отец был? Если из 5-бальной системы, то на 3, наверное. Угу. Не сказать прям очень сильно сердитый, но на 3, потому что он бывало ругал только за дела. Получается, например, ты плохо учишься, допустим, плохо прибрался. Да, он ругает за это. Это, конечно, понимаю прекрасно. Угу. Скажи, вот я вижу, что у тебя уже здесь мебель новая, хорошая стенка такая. Я ее забрал за 1000 рублей. Нашел, получается, хорошо нашел. Ты представляешь? То есть это какое-то бывшее употребление, да? Оно, получается, минимальное употребление. Просто у человека было критические, получается, дни. У него ребенок появился в жизни, поэтому он ее... Избавиться нужно было, да? То есть была лишняя стенка. Я смотрел сначала заявление, он сдавал ее за 15 000, хотел продать, но потом он за бесплатно. Но кто-то забронировал, я успел выманить за 1000 рублей. Слушайте, ребят, за 1000 рублей вот такую стенку я бы тоже хотела. Ты, мне кажется, везунчик, тебе везет. Матрас за 500 рублей вообще забрал. Квартира шикарная, стенка за 1000 рублей, какие-то кресла у тебя тоже такие модные. А кресла откуда? Да, мне предложила одна знакомая, а у знакомой была бабушка другая знакомая, И получается, я просто приехал, она мне говорит, что надо, забирай все с квартиры, мы просто продаем квартиру. Вот ты столько лет хотел в семью, получается, да? 13 лет ты был в детском доме, 13 лет ты хотел в семью, не получалось. Вот скажи, зачем подростку семья? В принципе, в детском доме все условия есть, все создано. Это, конечно, да, но там не будет то, что происходит и в семье. Это тепло. У тебя приходит осознание, что в любой момент ты можешь просто обратиться. И тебе дадут совет, тебе дадут тепло, тебе дадут уют, тебя накормят. Могут даже спать уложить. Тебя спокойно обнимут, спокойно обрадуются, что ты на пороге у нас. А в детском доме чувствуется как холод. Да, конечно, все дают, все есть, условия есть. Но там уже идет план дня. Сначала завтрак,
обед, ужин. Так получается, здесь мы учимся в эту половину дня, а вот тут мы делаем уроки. Чуть-чуть остается 30 минут свободного времени, идите гулять. Мы разрешаем. В семье это не так. Как вы уже знаете, вы слышали от Егора, что большую часть своей жизни он провел в детском доме, больше 15 лет. То есть это 75% жизни его. То есть он провел в детском доме. И, соответственно, это очень сильный отпечаток оставило на нем. Потому что когда ты находился большую часть своей жизни в этом стрессе, в ожидании, в непонимании, что случится завтра, то очень сложно переключиться, начать доверять миру. И здесь, конечно, недостаточно ни года, ни 2, и 10 лет здесь недостаточно. Потому что вот мы проводим тренинги по детской травме, и мы там говорим, что это очень длительный процесс исцеления. Даже для взрослого, для осознанного человека, который понимает, а для ребенка это все равно мир, он много раз треснул. И теперь это сложно собрать все в единый пазл. Егор это делает потихоньку, помаленьку, с той скоростью, с которой он может это собрать. И он большой молодец. Я говорю, что вот за эти годы произошли очень большие изменения в нем. Хотя, конечно, чтобы эти раны затянулись, эти шрамы исцелились, и боль утихла, и мозг стал думать по-другому, не быть мозгом отвергнутого сироты, чтобы чтобы изменился его способ мышления с ребенка сироты, отвергнутого всеми, который не может доверять никому, на успешного взрослого человека, который воспринимает мир как место, где может сотрудничать с другими людьми, что есть у него на кого положиться. Это, конечно, долгий процесс времени. И здесь очень важно то, что нам кажется вещи обычными, то ощущение безопасности, оно для Егора и для многих детей, которые прошли через систему, провели там много времени, у них ощущение безопасности совсем другое. И здесь может быть ничего не угрожать, но им всегда кажется, что где-то есть подвох. И вот перебороть себя, исцелиться и переформатировать мозг и отношения, что тебя нету опасности, тебя никто не хочет кинуть нигде, что тебя любят, о тебе заботятся, и рядом есть взрослые, и люди, которым на тебя не все равно, это процесс доверия, это то, чему надо учиться, что нужно выстраивать, и без этого очень сложно жить во взрослом мире. А вот это важно, когда есть привязанность ко взрослому человеку, когда ты понимаешь, что это значимый для тебя взрослый, который ты уважаешь. Конечно же, важно. Авторитетно. Да, важно. Потому что когда ты понимаешь, что для тебя этот человек авторитет, ты будешь смотреть на его поступки и будешь понимать, что мне так же надо делать. А не делать те ошибки, которые совершили свои родители в прошлом. Скажи, а Святослав и твои братья приезжают к тебе сюда? Они вообще здесь были? Да, бывает. Да? Ты встречаешь, ужин готовишь? Ну, я спрашиваю, что надо. Я же не знаю, человек, может быть, хочет там, не знаю, шарлотку с яблоком. Я скажу, извини, но у меня есть макароны с наггетсами. Я могу макароны с наггетсами дать. Ну, ты, по крайней мере, накормишь. Да. Ну, хорошо. Никто с голодным желудком еще не уходил с моей квартиры. Как ты думаешь, ты каким будешь отцом? Злым. Не смешно. Я здесь один раз, получается. У нас соседка есть, получается, у нее 2 детей. Она говорит, я не могу своего ребенка успокоить. Я такой говорю, да дай ему чуть-чуть спирта, да и все, уложится. Он говорит, будешь плохим этим папой. И ты так для себя решил, что ты будешь плохим папой? Я не знаю, каким я буду папой. Вот серьезно. Ну как ты? Ну уже можешь, давай помечтаем. Ну каким бы ты хотел быть? Строгим. Серьезно? Серьезно. Прямо очень строгим папой. А что строгость-то дает? Ну, во-первых, твой ребенок будет дисциплинированным. Извиняюсь, то, что не выговорю. А скажи, а тебе что ли не хватало в жизни строгости?
То есть тебе нравилось, когда с тобой строго обращаются? Нет, я говорю то, что про себя, то, что хотел бы строгим быть для детей. Ну ты же с кого-то берешь пример. Почему Нет, ты хочешь, ни от кого не беру. чтобы там ты был строгим? Ну, наверное, из-за детского дома, когда я стал старшим, дети начали распояснительнее. Угу. Их слишком, типа, засюсюкали. И поэтому ты считаешь, что... Ну, лучше быть строгим все равно отцом. Мама пусть будет добрая, но вот отец строгий, которого наказывает за все, типа, почему ты плохо не учишься, почему ты это. И потом у него придет это, типа, план в жизни, то, что да, здесь я сделаю, здесь я это умею. Меня всему научил отец. То есть вот так ты хочешь, чтобы прям по столу стукнул, будет, как я сказал? Ну, 50 на 50. Угу. В каких-то, типа, развлечениях, да, добрый там, все такое. Ну, вот в личных, типа, делах, что у него ничего не получается, да. Что Потому что все дети же плачут, типа, я этого не могу, я этого не хочу. Ну, просто сказать, типа, ну, не уйдешь отсюда, пока это не сделаешь. Угу. Ну, не мои проблемы. Я вот работаю, деньги приношу тебе, памперс покупаю, ты тоже делай для меня дело. Ты в этой квартире живешь уже 2 года? Ну, плюс-минус, да. Угу. А скажи, пожалуйста, вот как это все происходит? Вот какой процесс передачи тебе квартиры? Эта квартира в твоей собственности? Нет. Еще пока нет. Нет, потому что я, получается, наниматель от государства. За нами идет контроль, но есть человек, куратор твой у тебя будет, конечно же. Он следит за порядком, за то, что ты оплачиваешь счета. И как бы все получается. Это 2 таких основных пункта. Если ты не следишь за квартирой и не будешь оплачивать свои счета, вот, допустим, воду или электричество, то изымут у тебя квартиру. То есть получается 18 лет. Как это происходило? Там тебе кто-то позвонил или тебе... Моему папе позвонили, сказали, приезжайте посмотреть квартиру. Мы приехали сюда, посмотрели, я подписал заявление. С этим заявлением я поехал на деловой центр. Там есть отдел. Так. Там я еще заявление писал, мне не выдавали, получается, тоже какую-то бумажку. Я ехал здесь рядом со своим, тоже отдел какой-то есть, где снимают блокировку охраны. Вот. И я там уже забрал ключи. То есть все это достаточно быстро? Ну, не быстро, но, в принципе, да, может за 1 день устроиться. Потом ты с этими документами идешь в МФЦ, оформляешься, то, что типа, да, я получил квартиру, все такое. Потом идешь, получается, идешь в Мосэнерсбыт, там тоже оформляешься, то, что ты получил квартиру. И еще в опеку. То, что ты типа живешь здесь, получил квартиру по такой-то льготе. А что для тебя, вот что ты вкладываешь в понятие «полюбить»? Полюбить? Я думаю, можно правильно сказать уже, это привязаться слово. Не полюбить, а привязаться. Привязаться? Ну, я думаю, да. То есть ты считаешь, что полюбить и привязаться — это равнозначные слова? Наверное, любовь приходит через понимание и долгое время. Не сразу она придет к тебе. С самого начала ты изучаешь человека. Да. Изучаешь, какие действия, что может поступки, да? Поступки. Понимаешь, что он тебе зло не сделает, он тебе вред не сделает, и уже начинаешь привязываться. А потом, в конце концов, за какие-то поступки, моменты, вот эти даже яркие моменты, ты начинаешь любить человека. Ты можешь сказать, что у тебя есть люди в жизни, которых ты любишь, которых ты полюбил? Кто эти люди? Ну, мама, папа. Брат, конечно же, когда Ты про каких говоришь? Про маму, папу? Ты мама говоришь... Оля и папа Свят. Ты про приемных говоришь? Да. Я их полюбил, да. И у тебя есть вот эта та самая привязанность, о которой ты говоришь? Конечно же, да. Вот ты сейчас, когда с отцом встречаешься, ты радуешься встрече? Ты хочешь с ним поделиться? Он как мишка. Что это значит? Он большой, пузатенький. И так охота обнять его и пускать. Вообще, насколько он такой действительно тактильный, естественно? Ну, кажется, он такой тоже немножко строгий, нет? Вот когда снимала. Вид, наверное, он очень строгий. Ну, а так нет, он был, конечно же, там. Он любит даже, бывало, говорили, па, пойдем на самокатах кататься, лыжи ходим, ну, с нами кататься. С нами прыгал в бассейн. Да?
Да, он, конечно, добрый. Скажи, жить самостоятельно вообще сложно или тебе Бывает. было просто и понятно сразу? Нет, Вот. это всегда сложно одному жить, потому что у тебя разбегаются глаза, ты не понимаешь, с чего начать. Потому что везде приходятся мелкие какие-то проблемы, допустим, не хватает чего-то, не хватает еды, не хватает типа, оплатить счета и что-то подобное. И где ты деньги берешь? Ну, действительно, а сколько у тебя от квартиры это обходится? Сколько ты платишь по счетам? Ну, если Примерно. без льгот или с льготами? У меня еще льгота есть, я оформляю льготу на У тебя есть квартиру. льгота. Ну, Да. давай вот со льготой. Сколько? 60 рублей. За квартиру? Да. Если без льгот, у меня доходило даже, я помню, 11 тысяч. А, без льгот 11 тысяч. Это вода только. Ты любишь мечтать? Да. Бывает. Есть у тебя какие-то такие мечты амбициозные? Переехать в другую страну. Хочешь переехать? Да. Я хочу побывать в другой стране, ну вот в разных странах побывать, пожить там. Допустим, там 7 лет, 5 лет. Пожить, просто узнать традиции, как бы почему эта страна есть, из-за чего она существует, какие есть это плюс или минус. Какие страны тебе ближе, ты уже думал? Куда бы ты хотел? Азербайджан, в Баку. Да ты что? Почему? Почему туда? Я наполовину азербайджанец. Здорово. А еще какие планы у тебя есть на жизнь? Про мечты я поняла. А планы какие у тебя на жизнь? Найти... Кем ты хочешь? Во-первых, расскажи, на кого ты учишься сейчас? Я на программиста учусь. А последний год, и ты будешь программистом. Плохо сказано. Да? Мне просто сертификат дадут, то, что я закончил, и все. Но у тебя есть там планы на будущее? Кем ты будешь работать? Нету. Потому что я пока что еще не нашел свое любимое дело. А вообще найти любимое дело сложно? Вот как ты считаешь? Да, очень сложно. Это кропотливая работа. Ты не ну, ты просто будешь... Тебе будет нравиться очень много, но вот любить ты можешь вообще ничего. Но есть то, что ты полюбишь очень сильно. Хоть даже там искать бабочек. Но это же разное. Много вообще действий есть в мире. Их всех перепробовать, конечно же, можно получиться и найти свое. Но какой-то зацепит. Ну а ты хочешь быть программистом или ты не хочешь быть программистом? Нет, не хочу. То есть ты закончишь, просто получишь диплом и все, и на этом. Да, потому что я понимаю, что из меня, наверное, будет плохой программист, и то, что не сложится ситуация такая. Конечно, мне нравится один язык, программировать спокойно, да, я люблю, потому что понятно все для меня. Но думаю, сейчас мало таких программистов есть. Ну, если ты считаешь, что ты будешь плохим программистом, а кем ты будешь хорошим? Не знаю. Ну, наверное, пока предлагают сниматься в массовках, может быть, там получится. Бегать по массовкам и все. То есть тебе тоже, в принципе, это нравится? Да, сниматься нравится. А в модельное агентство куда-то пробовал? Меня обманули на деньги. Как? Ну, так вот. Мне просто сказали, я прошел, мне сказали пройтись там немножко. Сказали, да, нормально. Заплатить 10 тысяч нам. Я заплатил. Они мне скинули по почте курсы и сказали, все. 1 раз в месяц будем вызывать тебя. Я такой, да ну нас нафиг. Егор, как у тебя начинается утро? Расскажи, твой день. Ну, так как у меня матрас, то у меня получается попытка встать с него. Потому что я большой, матрас толщиной маленький. Вот я пытаюсь встать. Потом у меня идет, я, получается, встаю и иду на учебу собираюсь. Но я быстро метаюсь, получается, беру ноутбук свой, портфель, который там стоит, и все, иду. На учебу. После учебы я, может быть, прогуляюсь, а, скорее всего, я прихожу домой и смотрю сериалы. Егор, сейчас будет сложный вопрос. Какие бы ты сказал слова себе маленькому? Вот сейчас уже ты уже смотришь на себя, на свое прошлое. Что бы ты себе сказал? Ну, это очень сложный вопрос. Потому что каждый человек же по ошибкам учится. Но себе бы я сказал бы, что найди свою любовь в каком-то либо деле. Потому что сейчас мне очень сложно найти и определиться, что мне нравится. Очень сложно определиться, потому что вот одно понравится, я захочу, другое понравится, захочу. Ну, это первое, наверное.
вот то, что ты детдомовский, да, столько лет прожил, Ну, ты считаешь это насколько? Это как бы плюс или это... да, Или это не очень хорошо? Да это то же самое, как и ты в доме родился. Это равно, типа, такой же человек, как и дома родился. Даже ничего нет. Конечно, плюс то, что тебе дают поблажки, квартиры и все такое, да. Но я думаю, больше в семье ты получишь. Ну а что ты получишь в семье? Вот скажи. Любовь. И определенность, думаю, в жизни. Тебе помогут, тебе подскажут, как построить правильно жить и все такое. Ну, конечно, ошибки ты будешь совершать. Ну, а у тебя не бывает такое, знаешь, там хочется посидеть, поплакать себя, пожалеть. Вот я там нет я детдомовский, я столько лет там прожил. Нет такого? Я думаю, это мне был в жизни урок. Либо испытание. А как ты его прошел, как ты считаешь? Думаю, на 50 прошел. Не сказать, что хорошо, и не сказать, что плохо. А если бы была возможность изменить, что бы изменил? Тоже очень сложный вопрос. Потому что я не решаю за время. И не решаю за свою судьбу. Оно все плавно идет. Но чтобы я изменил, то, возможно, какие-то свои хобби, свои планы. Вот если я тебя попрошу сказать 3 благодарности людям, кого бы ты поблагодарил? Естественно, моему папе и моей маме. Это естественно. Ты говоришь про приемных, опять же, да? Да и про 3 человек, которые мне помогали развиваться в детском доме. Они, возможно, не изменили жизнь, а помогли развиться мне. Мир, в котором жил Егор, был наполнен другими смыслами. Многие слова, которые мы с вами привыкли понимать, как любовь, милосердие, долготерпение, доверие друг к другу, для нас вроде бы кажутся такими простыми вещами, потому что мы выросли в любящих семьях, где видели это через наших родителей. И даже если мы видели где-то несправедливость на улице, то мы приходили домой и получали эту любовь и заботу. У Егора, например, этого не было. Поэтому любовь для него это то, что где-то стоит каких-то денег, что это вещи, которые непостоянные, это то, что надо заслужить иногда, это то, что надо, в чем сложно разобраться, или что как бы такие вещи непонятные, потому что у него настоящей любви никогда не было. И если они где-то промелькали в какой-то период времени, то к этому было сложно привыкнуть, сложно это заметить. И та настоящая любовь, которая долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не ищет своего, всему верит, всего надеется, все переносит, это те вещи, которые ему предстоит научиться. Это тот новый мир, в который он входит, в котором он начинает жить. И мы все вместе, нашей большой семьей, я, моя супруга, его братья, сестры и много новых друзей помогают обрести вот этот новый мир. Это огромная работа. Но вот это прошлое, оно всегда тянет, и сложно привыкнуть к тому, что твоя жизнь имеет смысл. Егору повезло, он смог найти значимых взрослых, которые его поддерживают. А сколько еще детей до 18 лет, которые так и не нашли своих родителей? Что мы с вами можем сделать, чтобы этих детей как можно быстрее, как можно раньше забирали из детских домов? Пишите в своих комментариях, давайте поговорим с вами на эту тему.